Всем привет! Сегодня буду вязать коврик из старых ненужных носочков. Вот, рвутся носочки на пяточке, рвутся на самом вот носочке в основном, а вот вверху обычно носочки и вот посерединочке, ну, чаще всего они целые бывают. Итак, я уже в принципе показывала в своем видеоуроке, как делать коврик из старых колготок. В принципе, точно так же делать из носочков. Ну, давайте сделаем. Просто коврик получается немножко толще из носочков. Вот эту резиночку я убираю. Здесь не нужна. И нарезаю носочки на полосочки. Ну, примерно где-то сантиметр-полтора. Вот так. Ну, здесь у меня короткий носочек, потому дальше уже пошла пяточка. Это я вот тоже отрезаю. Вот так. Это мне не надо. Так. И дальше вот складываю я вот так вот пополам. Носочек не очень толстый. И нарезаю на полосочки. Примерно 1 сантиметр, полтора. Ну, если больше, даже вот 2 уже, там 2,5 сантиметра, тяжелее будет сплетать вот колечки. Если вы вязали из колготок, то принцип уже, да, поняли, будет труднее. Ну, еще тут зависит от того, насколько тянутся, какой трикотаж носочков, то есть нужно присматриваться. Вот эту часть я тоже выкидываю. Вот, дальше берем другой носочек, точно так же вот резиночку отрезаем. Вот, кстати, из носочков, сейчас подскажу, вот самый верх, да, резиночка обычно такая хорошая, тугая. Ну, если у вас маленькие детки, девочки, то можно эту резиночку использовать как резинку для... Ну, вообще даже вот часть вот отрезать. То есть это может быть мини-юбочка для куклы. То есть тянется хорошо. И такая вот трикотажная мини-юбочка. Точно так же можно как топик какой-нибудь сделать для кукол. Ну, то есть фантазируйте с детками. Приспособить можно. Итак, здесь тоже я убираю. Так. И нарезаем вот точно так же все носочки на вот такие вот, получаются вот такие вот колечки. Вот. Вот уже немножко нарезала. И что еще хочу сказать, пока нарезаю. Кто смотрел, может быть, в конце видео я брошу ссылочки на видео. Из носочков можно, вот если, например, вот симпатичный верх, да, получается носочка, из таких вот верхушек можно декорировать цветочные горшочки. Видео я показывала, как это делать. То есть можете посмотреть, кому интересно. Также вот, к примеру, выбираем носочки, тоже видео есть. Как я храню разные целлофановые пакетики, да, я не выкидываю, то есть они мне нужны, которые большие, там для мусора выносим, ну, поменьше там тоже я в маленькие, например, когда делаю консервацию, то банки тоже заворачиваю в маленькие целлофановые бэушные, так сказать, кулечки, ну, чистые, конечно. Вот, и как я их храню, я показывала, то есть разные сортирую. Так вот, вот если носочек вот узенький, здесь вот такая хорошая тугая резиночка, вот, то можно вот верхушечку отрезать и нашиваем на бутылку, к примеру, там 1,5-литровую бутылку, литровую, ну это для маленьких пакетиков. Вот, и получается удобно складывать туда кулечки. И также вот за счет вот этого не дает вот обратно, ну, как бы выпадать вот кулечком, да, вот.
Ну, можно еще зафиксировать дополнительно там веревочкой. Ну, то есть видео можете посмотреть. Так что не выбрасывайте старые ненужные вещи. Им всегда можно найти какое-нибудь интересное применение. Так, ну и продолжаем нарезать вот целую кучу. Еще момент хочу сказать, что этот коврик вот из носочков, не обязательно делать его только из носочков. Вот из колготок я уже показывала. Вот. А вот когда делаем из носочков, то есть это трикотаж, да, сюда можно также использовать именно в этот коврик. Вот уже колготки сюда не пойдут, потому что они, ну, тоньше получается, немножко другая структура ткани, да. Вот. А вот, например, колготочки вот теплые, вот, например, вот детские колготки. То есть они примерно той же вот ширины, как бы, что и носочек, тоже трикотаж, тоже можно использовать. К примеру, если какая-то кофточка детская, то есть по ширине рукав трикотаж, и он по ширине примерно будет тоже такой же. Ну, чтобы, потому что много-много носков найти, вдруг нету возможности, а вот вещей разных ненужных, которые как бы рука выбросить не поднимается, но и хранить вот разный хлам тоже не стоит. Либо кому-то, ну, мы обычно отдаем вещи кому-то, друзьям, у кого детки поменьше. Ну, а когда нету, вот, то я стараюсь эти вещи вот куда-нибудь приспособить. Так. Итак, нарезали кучу носочков, колготок, разных рукавов, да, водолазок, гольфиков, я не знаю из чего. То есть любые трикотажные вещи. Ну, вот, буду в хаотичном порядке, вот так как перемешано, так и буду подряд брать. Берем вот первую нашу резиночку, кружочек и восьмерочкой складываем вот на 2 пальца. Дальше берем вот следующую, вот так, на 2 снова вот перекручиваем, вот чтобы на 2, да, одеваем на эти же пальцы и вот перебрасываем вот так. Я показывала это, как колготки делать капроновые, да, из капроновых, вернее, колготок. Так, следующую. И все точно так же. Только этот коврик получится более грубый такой, вот, чем из колготок. Колготки все-таки потоньше. И вот получается такая косичка. И теперь вот, давайте белую возьмем. И плетем вот такую вот веревочку, жгутик. Вот, цветной такой. Все носочки, все, вернее, резиночки вот. И сплетаем. Вот. Итак, собираем вот в жгут все вот эти резиночки, колечки. И у нас уже вырисовывается вот такая вот красивая цветная косичка. Ну, похожа на косичку. Так. Вот еще раз. Вот эти петельки как бы перебрасываем вот через верхние. Вот. Все легко, все просто очень делается. Ну, не знаю, что может быть проще. Сидите под телевизором, к примеру, смотрите кино и делаете такой вот красивый коврик. Ну и так плетем, сколько есть, сколько и плетем жгут.
Итак, вот связали в такой вот жгут. Вот так симпатично получается. И такой довольно-таки толстый. Получается сантиметра, ну, наверное, сантиметра 2 вот каждая сторона. 2-3 сантиметра 2, наверное. Вот такой вот красивый жгут. И вот смотрите, вот последнюю, которую петельку, вот она у нас получается, да. Мы берем с одного пальчика, снимаем, перекидываем на другой, то есть обе петельки у нас сейчас на одном. И вот эту петельку перекидываем через эту. И вот так подтягиваем. Вот, все, теперь у нас никуда не денутся все петельки, мы затянули. И начинаем складывать наш коврик. Пока еще вот сыпется с коврика. Ну, так как есть и вот ниточки с ниточками, носочки, это все потом нужно будет хорошо вытряхнуть, и будет все красиво. Итак, собираем теперь то ли в круг, вот, можно скручивать вот так вот, то ли вот как колготки я показывала, можно скручивать в овал такой, вот так вот, вот таким вот образом. Вот. Либо можно складывать квадратом. Ну, если квадратом, то, ну вот, примерно вот так вот берем и складываем вот так. Вот так серединочку. Вот. Ну, давайте я буду, наверное, делать квадрат вот так вот. И затем по кругу пойдем. Начинаем, берем нитку, иголку, и это все будем сшивать. Так, делаем узелочек, и здесь мы вот начинаем вот с первой петельки. Вот у нас сейчас я вытяну вот за оба хвостика. Вот так вот первая наша петелька. Ну вот укладываем так, как мы хотим это видеть. Выравниваем, чтобы ровненько были. То есть вот наш жгут, либо косичка, да, у нас состоит вот одна, вторая, третья, четвертая сторона. Вот. И желательно вот выравнивать, чтобы все было вот одной стороной, ну, чтобы не перекручивалось. Тогда будет более красиво это все смотреться. Так. Ну вот, начинаем прошивать. Начинаю прошивать, вот если вы смотрели мое видео, как я сшивала из колготок, я овал делала, то я вот не с этого хвостика начинала, а вот складывала тоже вот так вот. И вот с этой точки начинала прошивку, точно так же, когда и квадрат. То есть я дойду сюда, затем перейду сюда и вот так вот буду идти. И так прошиваем. Раскладываем это все на какой-то ровной поверхности, то ли на столе, то ли на какой-то, ну, ровненькой доске, не досточке, досточка это что-то маленькое, но это какая-то ровная такая не маленькая поверхность должна быть. Для того, чтобы это у нас изнанка вот сейчас с этой стороны мы шьем, а сторона, которая к столу у нас идет, то у нас будет лицо, и чтобы оно было все ровненькое. И так вот шьем. Вот, дошли до края, до этого. Так, вот я подхватываю за оба вот эти вот, как бы 4 вот, да, вот 1, 2, 3, 4 за каждую вот, ну, в одной петельке веревочки. Так, и теперь вот так вот иголочкой, давайте приблизим, вот, я буду переходить вот сюда сейчас. Так, то есть вот эта сторона у нас есть. Теперь дальше прошиваем. Вот сшиваем теперь вот эти две стороны.
Вот. Вот, дошли практически до края уже теперь этой стороны. Вот. Снова вот так вот складываем и шьем дальше вот здесь вот теперь. И так вот будем складывать и сшивать такой вот квадрат. Так, переходим к этой полосочке и все точно так же, то есть сшиваем это все дело. Вот, прошила я такой вот квадрат. То есть я выровняла в виде квадрата. И теперь я буду делать вот вокруг. Вот так вот по кругу. И оно у меня уже будет как бы ложиться как квадратик. И так продолжаем сшивать. Только теперь уже по кругу. Вокруг вот этого вот квадрата нашего. Ну и так далее. Шьем. Итак, дошиваем вот край коврика. То есть все прошили по кругу и дошли до края. И вот наша петелька, вот последняя. И вот таким вот образом я ее прячу под петельки. Вот как в вязании. Прячу. И вот эти вот сейчас прихватим. Вот сюда аккуратненько. И пришьем. Так. Ой. Все. Ну, остается теперь коврик хорошо вытряхнуть, чтобы лишние всякие ворсинки высыпались. Там, где ниточки, вот в носочках можно, где с этой стороны получились, аккуратненько подрезать. Там, которые торчат. Так, вот. Те, которые мне не нравятся. Портят вид, где какие вытягиваются, какие подрезать. Ну, вот примерно вот так. И в итоге вот такой красивый коврик получается из носочков ненужных, которые мы бы просто выбросили в мусор. Вот это изнаночная сторона, а это вот лицо такое красивое. И можно использовать
где угодно. То ли в прихожке возле двери, то ли можно на табуреточке вот такие хорошие сидушки сделать. Например, для дачи отличный вариант будет. Ну, то есть применение находим каждый себе. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Смотрите другие, смотрите коврик, как делать из колготок, тоже не выбрасывайте, делайте. Очень приятный такой тоже получается, мягенький. Вот, в конце видео ссылочку брошу. Всем спасибо за внимание, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте лайки, если вам понравилось. Всем пока-пока!